Привет, Cover Project. Я архитектор Борис Денисюк, Бюро 5. И сегодня я хочу рассказать вам про свой новый проект. Не первый проект с этим заказчиком, и когда мне позвонили, говорит, нам нужно немножко переделать дом, доделать. Потом выяснилось, что этот дом собран из 3 проектов, долгострой, с огромным количеством проблем. И то, что мы его вытянули вместе с заказчиком, реализовали, это большая заслуга наша, я считаю. Дом был собран из разных окон. Один фасад от одного проекта, другой фасад от другого. Мы начали в конце 2021 года, и немножко растянулся проект в силу разных обстоятельств. Так сказать, наверное, мы где-то года 2 работали над ним полноценно. И остальное это уже были доделки, какие-то дополнительные работы, но в целом 2 года. Это 22-24 год. 3 проекта, то есть дом изначально строился по одному проекту, потом его перепродавали, строили по-другому, переделали что-то. И по 3-му проекту там поменяли часть окон и оставили как есть. Это создавало больше сложностей, больше контекста. И мне нравится то, что с реконструкцией работаешь, это и сложнее, и интереснее, и дольше, чем с чистого листа начинать. Поэтому, работая над проектом реконструкции, ты сталкиваешься с большим контекстом, деталей, которые необходимо изучать, и что-то всплывает постоянно новое. Например, у нас был забавный опыт, что там, где мы сделали спа, там изначально была чаша как уличное спа, которую туда интегрировали еще на этапе фундамента и положили плиту. И мы не понимали, как ее оттуда вытащить. То есть это было странно. Но в итоге нам это удалось сделать. История с лифтом тоже забавная, что мы не могли его просто так демонтировать, потому что любой лифт это учитывается у кого-то на балансе в хозяйстве. И вот должен обслуживаться, а мы его не могли изначально так просто взять и убрать. Миллион деталей, связанных с архитектурой, фасадом, узлами, которые приходилось в процессе просто узнавать, в этом разбираться. Это такой первый проект, в котором именно получилось сделать и интерьер, и архитектуру в одной логике. Часто бывает, ты работаешь с интерьером загородного дома или делаешь архитектуру, а к интерьеру приходят уже другие люди или по-другому видят сам интерьер, нежели архитектуру. Здесь все достаточно цельно. Дом достаточно нестандартный, потому что он не вширь, он ввысь. Он, наверное, самый высокий здесь дом. Этот дом почти из 5 этажей. У него есть цокольный этаж, где спа. Есть 3 основных этажа. На 1-м этаже, где мы находимся, это гостиная, кухня, каминный зал, кабинет или гостевая комната, гардероб и выход в гараж. На -1-м этаже находится зона спа, в которой есть сауна, небольшой бассейн. Это пространство достаточно темное. Идейно заложили туда, что мы спускаемся как будто в грот. Такой эффект темного грота с лазурной водой. Идею грота мы взяли из проекта Питера Цумтера «Бани» в швейцарских Альпах, где ты заходишь в скалу, и там находится спа-комплекс. У нас похожая идея. Маленькое количество света, так как это цокольный этаж, получилось хорошо. То есть это именно грот, куда ты спускаешься. Сейчас мы находимся в офисе компании Design Code. Это мои давние партнеры, и они помогали мне с комплектацией данного проекта. Компания занимается молодыми брендами, амбициозными. Мне нравится с ними работать, потому что они закрывают много позиций, которые сложно собрать в одном месте. Для большого проекта, как этот, они помогли укомплектовать его полностью и в срок. Всем привет, меня зовут Евгений, я основатель компании Design Code. Мы занимаемся поставками света, мебели, сантехники, различных предметов интерьера, напольных покрытий. Мы специализируемся на интересных фабриках. Наши фабрики включают в себя как европейские, так и российских производителей. Для меня работа с Design Code — это не только партнерское отношение, но и как дружеский коллектив, к которому можно обратиться за нестандартными решениями. Борис пришел к нам с проектом на стадии проектирования. Это очень важно. То есть мы совместно подбирали фабрики, закрыли комплексно поставку на этот объект.
У нас персональная команда светотехников делали расчет и подобрали оборудование фабрики Оледа. Это наш ключевой партнер из российских по функциональному освещению. Изюминкой проекта являются светильники фабрики Давида Гроппи. Несмотря на то, что мы прорабатывали проект с самой стадии проектирования, все равно некоторые предметы мы выбирали из нашего наличия. Кстати говоря, у нас 4 склада наличия: свет, мебель, сантехника, готовые к отгрузке здесь и сейчас. Мы будем рады видеть вас в нашем пространстве, помочь вам с комплектацией объекта любой сложности. В гостиной главной доминантой стал камин, который отсылает к архитектуре самого дома, и по пропорциям и по форме. Также здесь есть большое окно квадратной формы с пересечением, которое отсылает к проекту Луиса Баррагана, тоже такого модерниста мексиканского. Мне нравится эта видовая точка, которая является центром композиции в гостиной. И ей подыгрывают вот эти светильники, которые тоже образуют форму креста. Начало лестничного марша в гостиной, откуда просматривается вся геометрия и игра света-тени пространства всех 3 этажей. В этом доме изначально был лифт. По легенде нам говорили, что дом проектировался для человека с ограниченной подвижностью, поэтому очень странно. Лифт был в 2 этажа, а дом 3-этажный, и при этом еще есть цокольный этаж. В общем, для меня это показалось странным. Вся лестница — это, в принципе, шахта лифта, вокруг которой вся история разворачивается. Друзья, хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Заметно видно ваши комментарии, вашу активность. Я хочу еще раз попросить вас поддержать этот выпуск. Оставляйте как можно больше комментариев, давайте подискутируем там. Пишите, что вам нравится, что вам не нравится. Нам очень важна ваша поддержка. Именно это позволяет нашему проекту расти и развиваться. Подписывайтесь на нас, оставляйте лайки и комментарии. Спасибо. Если мы поднимемся на 2-й этаж, мы увидим гостиную, 2-й свет, откуда вход в 4 спальни. Каждая спальня мастер-блок с гардеробной и санузлами. Все санузлы с естественным светом, с окнами, где тоже по форме и помещений, и архитектурных деталей много, которые совпадают с архитектурой дома. На 3-м этаже выход на террасу, мини-кухня, спортзал, кабинет и санузел. Большая терраса с видом на парк. Во многих своих проектах все строится вокруг геометрии и формы пространства. Чистая геометрия, наверное, это самое сложное и самое интересное, чтобы получилось интересное пространство, интересные формы, игра света, тени. И мне кажется, в этом проекте удалось этого добиться. Как бы отталкиваясь от архитектуры, от форм, какой-то диалог с модернистскими проектами здесь присутствует. Хотелось раскрыть какие-то такие сакральные темы, игру света, формы. Вообще, как бы, наверное, правильно говорить, что дом — это храм. И вот эта сакральная тема со светом, которая тоже здесь присутствует. Дом вообще хорошо расположен относительно сторон света. Эти темы удалось раскрыть. Когда ты работаешь со светом, все равно у тебя как бы возникает, как в архитектуре, так и в интерьере, тема креста, пересечение линий, которые графично отображают и дают тени. Поэтому мы попробовали поиграться с этим и в мебели, и в светильниках, то есть искать эти линии пространства, чтобы они тоже появлялись. Интересно беседовать с архитекторами прошлого, беседовать в своих работах, брать, изучать их решения, понимать, как они собраны, и применять это в практике. Беседа с современными архитекторами тоже интересно, но как бы там присутствует время тоже в их работах. Нравится что-то брать из прошлого, доставать как с полки и ставить в проект. Все работы модернистов, они в принципе подчинены одной логике, и ты стараешься изучить эту логику и как-то играть по тем же правилам. А что именно тебя привлекает в этой логике? В этой логике меня привлекает
во-первых, функционализм, который стоит на первом месте, чистота форм. Это все очень сильно связано, там, углубляться в философией, с политикой, но это всегда соответствует духу времени. Но так как у нас сейчас время такое постмодерна, в принципе, можно любое время брать и применять, и это будет актуально. Хочу напомнить вам про наш телеграм-канал. Туда мы выкладываем полезную информацию и дополнительный контент по проекту. Всю следующую неделю будет информация по этому проекту, дополнительная информация от Бориса. Обязательно переходите и подписывайтесь. Любой архитектор, как мастер, он стремится работать с пространством. Мы как бы обсудили формы, геометрию. А если выйти как бы на новый уровень выше, то любой архитектор столкнется со временем. Это и время стройки, и то время, сколько этот дом стоял, и все вокруг этого вращается. Но помимо обычного времени, есть еще время, которое, так скажем, ты ощущаешь как присутствие. Поэтому вот эти часы, которые в лестничном холле, стали как бы для меня главным акцентом, обозначающим работу со временем, попытку с ним подружиться, потому что такой непростой период этот дом строился, как и для меня, так и для заказчиков. Поэтому попытка выйти на новый уровень, поработать со временем, смириться с ним и как-то прочувствовать это время. Идея времени – это цикличное время работы над проектом, и лестница символизирует эту спираль времени. Часы как событийное время, и это как раз то, почему я проект называю в 5 измерениях: 3 пространственных и 2 временных, потому что есть события, процесс, как мы строили этот дом, и время событий, которые сопутствовали этому проекту. Минимализм – это как своего рода религия. Это не обязательно, что ты живешь в этом минимализме, но это то, к чему ты стремишься. И минимализм помогает соблюдать чистоту формы и помещения. Вот ты как архитектор, какие бы выделил критерии, которые закладываются при проектировании минималистичного интерьера, и разницу с, так скажем, пустым интерьером? Это когда достаточно. То есть это ты должен чувствовать, что вот сейчас достаточно. Достаточно этой детали, достаточно формы, не более. Но за этим же еще стоит очень сложная и кропотливая там проработка узлов. Но в первую очередь ты понимаешь, что вот это отсутствие перегруженности в интерьере ты чувствуешь, когда проектируешь, и понимаешь, что достаточно. Нужно сейчас остановиться и не выходить. То есть ты создаешь себе какие-то ограничения и иногда даже всматриваешься. Достаточно сложно в минимализме увидеть с первого взгляда эстетику, но когда ты улавливаешь, ты получаешь кайф от этого, потому что ты понял или автора, или свое решение. Заказчик — это уже второй проект, тоже в минимализме. И мне кажется, что клиенты видят в минимализме стремление к порядку просто. То есть отсекая все лишнее? Да, это стремление к порядку, а порядок как бы подразумевает красоту. Ну, то есть такая даже философская мысль, что есть порядок, наряд. Это все однокоренные слова, и в совокупности это дает эстетику.